Друзья мои, рад вас всех снова приветствовать у себя на канале. С вами, как всегда, Егор. Это канал Game Gym, и мы продолжаем наше, хоть и маленькое, но достаточно интересное хобби, коих, так сказать, достаточно много людей, которые увлекаются сбором, да, и поиском Hot Wheels. Это такая некая, можно сказать, тихая городская охота. Кто-то охотится за грибами в лесах, как это делаю, в том числе и я. Кто-то ищет какие-то редкие монеты, занимаясь нумизматикой, а мы с вами, друзья, занимаемся поиском редких и не очень моделей Hot Wheels. Как-то мне в комментариях спросили, а почему именно Hot Wheels? Есть же модельки, да, с масштабом 1 к 32, по-моему, и к 24, если я правильно помню. Друзья, да все очень просто на самом деле. Во-первых, габариты, то есть я бы с большой радостью, может быть, и собирал бы, коллекционировал крупные экземпляры, да, более точные копии, которые вроде как дороже, с одной стороны, и их будешь покупать меньшее количество, и они будут занимать в итоге столько же места, но нет. Модельки Hot Wheels, они достаточно маленькие, компактные, ну и чего уж греха таить, они гораздо более популярны, чем все остальные. У нас тот же Matchbox, например, не так сильно заходит, как Hot Wheels. Хотя могу, конечно, ошибаться, но вот как будто бы статистика продаж именно об этом и говорит. Хотя, может быть, не во всем мире это так. Ну что ж, ладно, хватит болтовни, давайте уже приступать. Какой же урожай у меня был в текущем месяце, что я нашел в розничных магазинах, а что нашел на просторах интернета, и что опять, как всегда, мне приехало из Китая. Начну я, пожалуй, с модельки, которая вот в таком коротком исполнении мейна, не длинная, да, вот такая коротенькая. Это Ford Mustang GTD. Версия достаточно красивая, цвет у нее такой, знаете, фирменный, да, ну, не знаю, на самом деле, почему-то мне казалось, что Mustang как раз-таки вот в этом на голубом цвете, вот именно в исполнении GTD и есть. Здорово, достаточно красиво проработанная, 3 из 5, по-моему, кстати, у меня еще есть Factory Fresh, надо будет перепроверить. Вот такая красивая моделька. Погнали дальше. Дальше мне опять в детском мире попался вот этот Nissan Skyline 2000 GTR. В прошлой серии я вам показывал, как я собрал премиум серию из японской классики. И там Skyline тоже был. Помните, она очень похожа на исполнение Мустанга. У нее, к сожалению, спереди и сзади прокраса нет. Сзади есть небольшие намеки, да. Во-первых, есть GTR, да, надпись, декалька. И есть намеки на то, что задние фары чуть-чуть подкрасили. Легким отчерком пера художника он мазанул чуть-чуть так, что аж практически не видно. Не знаю, я вам сейчас покажу. Сфокусируем. Вот, видите, они оранжевые. Ну, сделано это неказисто, практически не видно. Но машина красивая. То есть, мне очень понравилось, как она исполнена в оранжевом таком терракотовом цвете. И надпись 73. И, в принципе, сбоку декали достаточно тоже красиво проработанная. Красивая моделька. Давайте ее отложим. Что, чему удивился, кстати, нашел. У меня уже достаточно много из серии экзотических автомобилей. Там же Ferrari есть, там же, по-моему, и какая-то еще из Lamborghini была представлена. Надо будет посмотреть, опять же. И вот тут, смотрите, какое длинное название. 16-го года Lamborghini Centenario Родстер. Родстер — это значит, что это бескрышный, да, кабриолет. И вот здесь, соответственно, написано кабриолете декапотабле. Красивый автомобиль, но, не знаю, если вы сейчас посмотрите, там было несколько моделек, и я их пытался перебрать, она очень плохо прокрашена. То есть, как будто бы, вот, ну не как будто бы, так и есть, что основа металлическая была загрунтована черным грунтом, и потом сверху положили желтый. Возможно, это было сделано для акцентов швов, чтобы более такая выразительная была. Но, честно говоря, вот так или иначе, она все равно выглядит, как будто какая-то не прокрашена. И опять же, из-за того, что это мейн, мы видим, что дефлекторы боковые должны быть черными, они здесь не прокрашены. Что еще? Вот эти бы тоже дефлекторы, заборники я бы тоже прокрасил. Ну, вот как есть. Ну, для мейна достаточно редко, я ее раньше не встречал, поэтому решил ее все-таки забрать. Автомобиль достаточно красивый, редкий, почему бы и не быть ему в коллекции. Вот такой. Приступим дальше. Попался мне для трока, я не помню, это Ford или Chevrolet. Напишите в комментариях. Пикапчик
такой лоурайдеровский. И здесь, собственно, написано Lane Row. У меня их тоже уже, это, кстати, 5 из 5. У меня точно есть уже 2 модельки лоурайдеров. Надо будет проверить. Может быть, я уже всю коллекцию собрал. Я пока, собственно, не занимался этим, но вот попался он мне тоже достаточно редкий. В детском мире сейчас выскочил, и я решил его взять, потому что, ну, почему бы и нет, как говорится. Спереди, сзади не прокрас, вот сверху и сбоку вот эти декальки полосатые наложены достаточно красиво. Хороший, красивый такой пикапчик заниженный, весь такой хромированный, зеленый приятный цвет, друзья. Вот такая у нас машинка. Погнали дальше. Тоже экзотический автомобиль. Кстати, еще плюс один в коллекцию к Lamborghini. Кстати, Pagani, по-моему, Zonda была еще у меня. Помимо Ferrari, еще Pagani Zonda. Тоже такого же зеленого цвета. Вот. Так что, в принципе, половину, скорее всего, я уже собрал. Это у нас Гордон Мюррей Т-33. Красивый автомобиль. Красивый такой металлик, золотисто-зеленый, как вот сочный кузнечик такой. Ну, прекрасно сделан. Тонированные стекла, матованная такая крыша, выделены черные прекрасные диски. И, в принципе, прокрашен он спереди с логотипом компании и сзади. Даже у него задние фары прокрашены. Поэтому решил я ее взять. Ранее я его не встречал. Очень много встречал раньше, сейчас их нет в детском мире. Pagani Zonda в таком же цвете зеленом, других цветов я не встречал. Ну вот решил, такая она достаточно компактная. Она мне чем-то напомнила Lotus Elise. Я почему-то, когда ее выбирал, сначала подумал, что это она и есть. Но нет. Это такой штучный авторский автомобиль. Теперь будет в нашей коллекции. Вы знаете, что я фанат-любитель Вага. И когда я увидел Carrera Паршака, да, я про этот цвет, конечно, ну, давайте откровенно скажем. Шоколадный такой цвет ему не очень сильно идет. Но Carrera я больше не встречал. Больше бы, конечно, был бы рад красному или желтому цвету, да, ну, на худой конец. Такому благородному серому. Но, по-моему, фирменные у него были зеленый, желтый и красный. Вот такой. Не знаю, почему именно выбрали производители такой золотисто-коричневый цвет. Ну, тоже металлик благородный. Ну, решил взять такие. Еще, знаете, эпоха, когда Porsche делал отсылку к своим классическим моделям. Пусть это и 96-й год, но у него были более ранние модели. И, по-моему, кстати, вот эта Carrera тоже была в Need for Speed Most Wanted. Напишите тоже в комментариях, по-моему, она тоже присутствовала и была одной из самых последних машин, которую нужно было открыть. Ну, где-то там в последней тройке, четверке, наверное, или пятерке автомобилей. Эта серия у нас называется «Тогда и сейчас». Прекрасный такой автомобиль. У него боковые декали, на которых написано Carrera. Это тоже фирменный, не Hot Wheels, как на некоторых машинках. Не буду забегать вперед. Вот такой прекрасный Porsche у нас будет в коллекции. Так, давайте вот я стартую больше, так сказать, с простых моделей и завершаю более классными, более такими редкими. Попался мне тоже в детском мире сейчас, не знаю, может быть, завоз был такой интересный. 89-го года RX-7. Savannah. Mazda Savannah RX-7 FC3S. Сразу говорю, не буду умничать. Не встречал ее в играх. Возможно, где-то она попадалась мне в играх. Но честно скажу, что небольшой фанат ее, но очень понравился цвет. И опять же редкость. То есть RX-7 у нас уже есть, но более поздней версии. Есть и раскрашенная такая стритрейсерская, и более классическая есть. Ну вот эту прекрасную оранжевую я решил все-таки взять. Из приятного, опять же, то, что у нее хоть чуть-чуть, но прокрашены, значит, передние фары. Так, знаете, тоже легким движением кисточки не пожалели. Чуть-чуть красочки. Золотые окантовки дисков. Ну и сзади прокрашенные фары, что достаточно приятно. Это гораздо лучше, чем когда, вот, например, у того же Porsche, где вот красная полоса фар должна быть, просто обязана быть. Это его фирменная, так сказать, черта. Но здесь она не прокрашена, поэтому я имею в виду в Porsche. Это прям портит вид. А вот здесь прям красиво смотрится. По мне, так уж лучше прокрашивать задние и передние части, чем вот эти вот декали наносить сверху и спереди. Это менее, скажем так, заметно.
И, кстати, серия у нас достаточно сложно называется Hot Wheels J Imports Importions Japonalis. Ну, еще, видимо, на каком-то испанском или итальянском языке. Ну, значок Японии 5 из 10, кстати, у нас уже есть из этой серии тоже на машинке. Ну что ж, давайте к более редким теперь и перейдем, друзья мои. Вы посмотрите на эту красоту. Долго я ее хотел. Она новая, 26-го года. Но она стала уже попадаться, мелькать в каких-то пабликах. Где-то я ее даже, по-моему, на Озоне встречал, но там ценник был просто неадекват. Полностью металлическая, за исключением, видите, да, такие немножко кривовато сделанные колеса. В общем, резина здесь пластиковая, понятное дело, но весь автомобиль сделан полностью из металла. Надеюсь, что он из нержавейки, и влага не повредит его. 90 лет монополии, такая коллаборация, неожиданно, как неожиданно и приятно, как в том меме. Такая, по весу, из-за того, что она меньше по объему, она абсолютно такая же, даже может быть чуть-чуть легче, чем пластиково-металлические мейны. Drop Tops, первая из 5. Pass and Go. Так называется машинка, да, которую все хотят, которую все выбирают. В монополии она стала ее визитной карточкой. Откладываем. Так, дальше, друзья, очень редкая моделька. Я ее урвал буквально за 500 рублей, то есть в 2 раза дороже, чем в каком-нибудь детском мире покупать себе игрушки, но для премиума это очень дешево. Друзья мои, встречайте. Modern Classics, это Mazda 323 GTR. Раллийная версия, очень красивая. Вы посмотрите, она меня прям зацепила моментально. Вот эти вот градиентные декали, наклейки, которые с боковин переходят на капот, и сзади отражаются, и у нее очень красиво проработаны и фары, и прописано, что это Mazda везде. Ну, в общем, белые диски красивейшие. Ну, очень хорошо сделано, и перед у нее прокрашен, конечно. Ну, прекрасно. Капот, видите, это не просто наклейки, это прям выштамповки на компоте, компоте, да. На капоте. Это 5 из 5. Кстати, у меня, по-моему, Ferrari где-то едет еще из этой серии. Их там на самом деле не так много. Давайте, кстати, посмотрим. Да, вот эта Тестероса. Урвал ее за 450 рублей. Я не знаю, доедет или нет. Китайцы, ребята ушлые. Там без отзывов было. Могут вполне и отбраковать. 993 бы GT2 бы я бы еще взял. Но остальные, честно скажу, я не хочу. Я не хочу полную коллекцию. Мне не нравится вот этот Toyota Sorar и Nismo от Nissan 270, я так понимаю. Может быть, для кого-то будет казаться какой-то крутой тачкой, ну вот, не знаю. Но вот это, опять же, тоже из-за того, что это премиум, она увесистая, она, не знаю, ну, выглядит просто шикарной. И оформление вот в этой серии именно, современная классика, выглядит очень круто, конечно. Жемчужина коллекции в том числе становится. Давайте я почтительно ее положу сюда. Так, переходим потихонечку, друзья, к тому, что, опять же, тоже получилось урвать очень выгодно и очень дешево. И это у нас Silver, это не премиум. Напоминаю, Silver — это металлический верх, пластиковый низ, как и у Мейна. В принципе, здесь тоже самое, но Silver отличается тем, что он лучше прокрашен. Видите, у него верх, бок, перед и зад. Все прокрашено. Прекрасный 69-го года Camaro из Форсажа. Я не знаю, какая-то конкретная серия, честно скажу, уже перестал за ними следить, смотреть после 4-й или 5-й части. Вот, но мне очень понравилось оформление, как на тебя едет быстро этот автомобиль, плюс Camaro такого прекрасно небесно-синего цвета. Тоже металлик такой переливающийся, ну, просто прекрасный. Решил его все-таки взять, тем более, что, опять же, я фанат американцев и европейцев, хоть и покупаю в том числе и японцев, но тем не менее. И сделан он, конечно, прям, ну, очень красиво, мне понравилось, и решил все-таки взять, тем более, что цена, друзья мои, была очень вкусная. Порядка 450 рублей. И вторая из этой же серии, друзья, но я не мог не взять. Мустанг 67-го года, классика. Давайте я его чуть-чуть сейчас попробую приблизить.
Видите, какие вот эти классические задние фары, вот этот значок, две полоски шикарнейшие. Передний прокрас фар, значок Мустанга, диски, ну очень красиво выглядит. Камера немножко не передает этого цвета, он очень глубокий, но при этом такой вот металлик переливающийся. В темное время суток он вообще черным кажется. Ну вот, обожаю такие цвета, кстати. Это такой премиальный цвет. Тоже из серии Fast and Furious. Это получается, вот здесь написано Year of 25. Это 25-го года получается Fast and Furious. 3 из 5. Здесь же присутствуют импреза. Импрезы очень дорогие. Максима вообще заоблачная цена. И Fleetline. Ну, Fleetline в среднем где-то 700 рублей можно на том же Озоне найти. То есть у меня получается две. Импреза нереально супер дорогая. Супер дорогая. И Fleetline, в принципе, можно взять. Это такая, знаете, она полностью металлическая. И она без дверей, без капота. Это тоже отсылка к фильму. Вот. Как-то так, друзья. В общем, спасибо всем за просмотр. Напишите, как вам мое пополнение коллекции в этом месяце. И едет еще последняя, наверное, партия. И после этого я 100% делаю паузу, друзья. Я решил, что у меня набралось две большие коробки. Пересматривать их, наверное, уже буду там раз в пару месяцев с сыном будем доставать, пересматривать, что у нас есть. Я понимаю, что это уже некая форма болезни, да, коллекционирования, когда ты просто уже тебе в рекомендациях попадается на маркетплейсах тот или иной автомобиль, и ты такой, блин, цена очень хорошая, надо брать, потому что потом 100% подорожает. И вот это главная, так сказать, проблема, да, главный бич вот этого коллекционирования, упущенная выгода. Ощущение упущенной выгоды. Поэтому я постараюсь остановиться. Возможно, какие-то будут новые выходить. Я постараюсь одну-две, может быть, там, не знаю, в месяц, в несколько месяцев брать. Прям самые-самые нужные, самые необходимые. У меня не было никогда цели собирать полностью все сеты. У меня есть пару сетов полных. Опять же, есть ролик на канале. Собственно, все. Вот. Что мне будет нравиться, что будет редкое выходить. Самое, опять же, редкое, что было, что хотел, я себе заполучил. Теперь это будет лежать в коллекции. И, возможно, в будущем когда-то там сын эту коллекцию передаст уже моим внукам, надеюсь. И, соответственно, мы будем всю эту историю передавать в поколение. А может быть и продадим, может быть вскроем и будем играть. Кто знает, как жизнь обернется. Следующий ролик будет не за горами, друзья. Обязательно подпишитесь. Увидимся. Всем пока.